Итак, вот, сейчас будет урок, который демонстрирует, как нужно делать удачные выстрелы из артиллерии. За бункером на линии Зигфрида показался китаец, который, чем бы сейчас ни занимался, естественно, все понимают, он хочет прорваться к карте. Туда он и ехал, прежде чем его остановил СТшка наш на поле. Вот, смотрим, как развиваются события. То есть я жду его с упреждением. Свожусь сюда, жду, когда его засветят, что он будет делать. И сейчас я опишу ход мыслей, который должен происходить у артиллериста в данный момент. Вот, значит, едет китаец. Зададим себе вопрос, куда он едет, какой путь он выберет. Разумеется, чуть выше, смотрим по карте, находится бункер. Большой нормальный бункер, за которым можно хорошо спрятаться низенькому китайцу. То есть смотрим выше, сидит СТ, которого Китай, если даже не видит, то подозревать, что по-любому там кто-то может быть, равно как и вот здесь кто-то может быть, и он там есть. То есть все по нему должны открывать огонь сейчас. Кроме того, сама арта тоже целится по китайцу. То есть он летит в первую очередь к укрытию, чтобы, обогнув его, выскочить уже напрямую и лететь, непосредственно засветить арту, уже там будет не очень далеко. То есть ему, пусть он получит дамаг, но от бункера, если он прорвется, ну хотя бы вот сюда, то у него есть шанс засветить арту вот здесь, там вот здесь, если какая-то глупая арта замешкалась. Вот. То есть понятно, что летит к бункеру. Хорошо. Значит, я навожусь с упреждением. И как же мне послать снаряд? То есть, во-первых, нужно понимать, сколько летит снаряд. Есть арты с разной скоростью полета снаряда. То есть, если бы я стрелял из Буратино, снаряд бы летел медленнее. Я стреляю из ГВ Пантеры, у нее снаряд летит более быстро. Это нужно ощущать. В видео, естественно, этого не покажешь. То есть, нужен опыт езды на арте, стрельбы на арте. Вот, то есть я приблизительно рассчитал, что мой снаряд будет лететь к нему, ну, я боюсь ошибиться сейчас, назвать вам цифру, ну, допустим, там около секунды, это ощущается скорее спинным мозгом в бою. То есть, прошу обратить внимание, вот этого упреждения при его скорости, я вам покажу это в нормальном варианте, в быстром, так как в бою это было. При вот этой скорости я рассчитал, что мой снаряд вот в эту точку прилетит примерно за то же время, за которое Китай сюда приедет. То есть, ну, в принципе, опытные артиллеристы легко понимают, о чем идет речь. Все всегда стреляют с упреждением. Ничего необычного я сейчас не говорю. Так вот, продолжаем. Что происходит дальше? Я посылаю снаряд. Теперь, куда я посылаю снаряд? Обратите внимание. Обратите внимание. Смотрите. Вот пошел снаряд. Почему именно сюда? Почему сюда? Взгляните, вот ширина китайца. Вот куда он движется. Вот куда он движется. Если я бросал бы снаряд вот сюда, там где будет его середина, то буквально при маленьком недолете до него я уже попаду ему около гусеницы. Это хорошо, если я собью ему гусеницу. Но рассчитывать на это твердо, ну, то есть в любом случае есть желание надамажить его как можно сильнее. Гусеница и так часто слетает. То есть, ну, арта, ну, как бы для арта это слишком крутая роскошь пытаться только загуслить СТшку, когда есть возможность его надамажить. То есть нужно, чтобы он максимально слабый пришел на базу, чтобы его добил уже там, я не знаю, что тут за ПТ, например, Федор, вот, чтобы добил уже его одним выстрелом. Поэтому я посылаю снаряд вот за дальнюю гусеницу. Нужно, но чтобы хорошо понять, что происходит, как, откуда летит снаряд, нужно иметь хорошее пространственное мышление, вот, но это не является сверхсильной задачей. То есть вот этот овал растянутый по земле,
показывает нам, что снаряд ложится на землю под углом где-то 45 градусов или даже меньше. 40, может быть, градусов. Вот так. То есть, чтобы попасть в эту точку, вот в эту точку, когда здесь будет стоять китаец, он должен пройти непосредственно сквозь середину китайца. То есть даже не в башню он ему должен попасть, а приблизительно под крышку борта. Все понимают, что такое крышка борта. То есть вот там у него гусеницы сбоку. И над ними вот эта вот крышка. То есть приблизительно под нее должен попасть снаряд, если он хочет пройти, ну вот здесь на видео, если вот сюда я захочу выстрелить, как раз под крышку борта попадет, чтобы вот сюда. Но я же рассчитываю, что он сюда подъедет, поэтому вот сюда кидаю снаряд. Смотрим, как развиваются события. Смотрим. Вот он поворачивает. Снаряд тоже не идеально, пожалуй, ложится. Вот, то есть что произошло? Снаряд летел приблизительно туда, куда ожидалось. Приблизительно туда. Видите, немного отклонился вот от траектории. Вот, слегка отклонился. Но тем не менее, он должен был упасть, смотрите, вот сюда. Вот сюда. То есть, в принципе, как, ну вот, по ходу движения китайцев все четко угадывалось. То есть произошло небольшое отклонение, но снаряд летел туда, куда должен был. За счет того, что он отвернул правее немного на меня, то снаряд попал не под крышку борта, а над крышкой. Некоторым артоводам будет сложно понять это без большого опыта, потому что мозги у всех устроены по-разному. Вот, кому-то ближе творчество, кому-то логика, кому-то там, я не знаю. Вот, но дело в том, что снаряд, получается, упал ему на корму сверху. То есть это уже труп переместился вперед. А вот этот облачко взрыва, вот этого, оно было, то есть Китай был Type 59, он был вот здесь вот ниже. Получается, на корме произошел взрыв, где радиаторная решетка, нет никакой брони. То есть дамаг 1200 прошел, естественно, кританул двигатель. С критом, получается, увеличенный урон, то есть 1300 мы ему совершенно справедливо сняли. Вот. А теперь нужно просто увидеть, как уже с определенным опытом, вот как в бою это происходит в режиме реального времени при обычной скорости. Вот сейчас я покажу. Итак, вот она, эта же ситуация с китайцем. Показываем ее в обычной скорости, как это было в бою. Наслаждаемся. Интрига. Вот он пошел. Здравствуй, дорогой. Переедем обязательно немножечко, хотя это слишком мало. Вот, пишем комментарии в общий чат. И, собственно, вот результат. Команда оценила, фан от игры получен. То есть, собственно, зачем еще играть, если не за этим? Всем спасибо, урок закончен.